Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о кинезиотерапии в реабилитации детей с диагнозом детский церебральный паралич. Движение может заменить разные лекарства, но ни одно лекарство не в состоянии заменить движение. Это сказал знаменитый один из хирургов XVIII века Кинезиотерапия. И я хочу сказать, когда в годы Первой мировой войны он был участником, и увидел, что после военных действий, после полученных ранений, солдат нужно восстановить, вернуть их в строй или же к обыденной жизни, и что хирургические вмешательства, которые как бы хорошо не были проведены, они должны заканчиваться реабилитацией пациента, восстановлением его функций. Что же такое ДЦП? При таком заболевании, как ДЦП, мы говорим, используются различные методы реабилитации. Это медицинская, педагогическая, психологическая и социальная. То есть при лечении заболеваний с нейропсихической патологией, в том числе ДЦП, обязательно должна работать мультидисциплинарная команда. И вот в медицинской реабилитации существует такая область физической реабилитации, которая называется кинезиотерапией, где в качестве основного лечебного средства используется движение, позиции, позы, активные и пассивные упражнения. Без ее правильного и широкого применения не могут быть результаты высокими и стабильными. Причем нужно найти такие приемы кинезиотерапии, которые были бы адекватны тем сложным нарушениям, которые типичны для данного заболевания. И такие приемы в современной кинезиотерапии существуют. То есть мы хотим сказать, что в каждом лечении должно быть обязательно, мы должны знать, что мы не навредим. У каждого метода есть свои показания и противопоказания. И с их учетом мы должны индивидуально подходить к лечению каждого пациента с данным заболеванием. Развитие длительных функций детей, страдающих ДЦП, является одним из наиболее важных условий формирования адекватной основы и последующей социальной адаптации. Методологическую основу коррекции моторных нарушений составляет принцип поэтапного формирования двигательных функций. Процесс развития двигательных функций ребенка имеет ряд закономерностей. Становление двигательных навыков идет по пути преемственности и онтогенетической последовательности. Стадии моторного развития ребенка всегда перекрывают друг друга. Что это означает? Если мы с вами не будем знать этап правильного длительного развития здорового ребенка, то будем затрудняться при решении вопроса при осмотре ребенка, чтобы знать, какую же мы ему цель или программу реабилитации распишем на краткосрочные или на долгосрочные наши действия. Так как, зная, на каком этапе развития ребенок у нас остановился или затруднили его дальнейшее движение, мы должны исходить из его ресурсов и исходить из этого этапа. Что это означает? Совершение одного длительного навыка происходит с началом освоения другого. То есть, когда вы видите ребенка и мы учим его ползать, то вы видите, что ползая по пластунству, одновременно ребенок начинает учиться присаживаться и сидеть самостоятельно. Или передвигаясь на четвереньках, он начинает, как говорится, присаживаться, сидеть. Или же из положения сидя, он переходит в положение на четвереньки. И я хочу сказать, что никогда один навык изолированно сам по себе не работает. Поэтому здесь у нас позы, переходы и перемещения. Профессор, доктор медицинских наук, нейрореабилитолог фонда в своей лекции «Алгоритмы нейрореабилитации больных ДЦП» на основе методов проприоцептивной стимуляции акцентирует внимание слушателей на том, что при нормальном развитии переход к более сложному виду активности начинается раньше, чем предыдущий достигает совершенства. Чтобы понять особенности патологического развития двигательной системы, необходимо знать ход развития моторики здорового ребенка.
Что это говорит? Мы видим, что ребенок, значит, у нас ползает по-пластунски. И в этот же момент он начинает из положения лежа на животе переходить в положение на четвереньки. Начнет вставать на четвереньки. То есть это более сложный механизм, чем ползание на животе. И передвижение на четвереньках, оно уже сложнее. И поэтому смысл вышесказанного, я думаю, вам уже будет более понятен, когда мы раскроем с вами развитие здорового ребенка на картинках. Вот это вот физическое развитие здоровых детей и детей с двигательными нарушениями я взяла из книги Гросса по физической реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, где четко и иллюстрировано показано развитие детей, начиная от момента рождения до 2 лет. И я хочу сказать, что у нас выделяют 5 основных этапов развития. Это когда у нас идет ориентация по средней линии удержания головы. Второе – это у нас появление уже разгибательных движений и развития опорно-двигательного аппарата, где развитие опорно-двигательного аппарата начинается сверху вниз. Сначала, как говорится, мы учимся держать голову, потом у нас идет развитие сверхних отделов позвоночника, потом спускаемся вниз. То есть мы сначала учимся держать голову, переворачиваться, затем мы вводим свои руки. После этого у нас идет элемент. Мы учимся присаживаться, сидеть, ползать, вставать на четвереньки, передвигаться на четвереньках, вставать на колени, затем передвигаться на коленях, вставать у опоры, передвигаться вдоль опоры, вертикально самостоятельная стойка, делать первые шаги и самостоятельная ходьба. Это я вам описала коротко. Когда по этапу развития у нас на 3-м идет развитие сочетания сгибательных и разгибательных движений. И вследствие этого у нас появляется ротация. И все движения у нас идут как в трехмерном пространстве. Обязательно. Так, 4-е, это здесь у нас уже на фоне развития движения идет подключение зрения, слуха, речи, то есть развитие идет у нас именно психолого-педагогической стороны развития ребенка. И 5-е, здесь у нас уже идет развитие равновесия, удержание координации движений, и на основании этого появляется самостоятельная ходьба. И вот я хочу акцентировать ваше внимание на картинке. Если мы посмотрим развитие ребенка, здесь описано до 4-й недели, в возрасте 1 месяца, 2 месяцев, 3 месяцев, 4 месяцев, вот, 5 месяцев, и вот до 6-го месяца, то вы увидите, что мы видим, что ребенок находится у нас в положении или лежа на животе, или лежа на спине. И первое, что он учится, это удержание головы. То есть он начинает держать голову. Особенно у нас мы учим детей держать голову, их позиционируем, когда выкладываем на живот. Дальше. И вот с 5-го здесь вы видите, что по описанию вначале он начинает приподнимать до глаз 40 градусов, 45, потом до глаз 90 градусов может поднять. И удерживает по времени, если он начинает с 10 секунд, то он уже к 6 месяцам свободно держит голову, поворачивает его во все стороны на любые слуховые или зрительные раздражители. И если оценку развития я вам опишу от 0 до 6 месяцев, то что происходит в крупной моторике? Как я вам говорила, что он уже голову держит до 90 градусов. Следующее. Он свободно поднимается на руках, на предплечье, на локтях. И к 6-му месяцу он уже может поднять стояще на выпрямленных ручках. Дальше. Хорошо двигает
руками и ногами лежа на спине. В предыдущих вебинарах вы видели, что маленькая наша девочка в возрасте 8 месяцев лежа на спине свободно двигает своими руками и ногами и может, как говорится, переложить один предмет из одной руки в другую. Может сидеть ровно в течение нескольких секунд, если его мы сами посадим. Но еще ребенок не готов самостоятельно присаживаться. Может подпрыгивать, если мы его держим вертикально стоя для подножки поддерживаем. Теперь в этом же возрасте он у нас начинает переворачиваться. И переворачивается он с живота на бок и свободно переворачивается уже с спины на живот. Что же от мелкой моторики? У него какие изменения? То, что в 6 месяцев он уже должен держать свою ладошку открытой. Так как мы знаем, что в первые месяцы у наших детей есть чаще зажатых кулачок. И большой палец чаще приведен к внутрь. Играет свободно своими руками. Может хватать за предметы. Сжимает ладони и подтягивается положение сидя. Может коснуться пальцами ног, лежа на спине, и начинает играть своими ножками. Берет предметы и подносит их к рту. И начинается познание через рот, как он говорил. Поднимает игрушки. Что же со стороны зрения? Он начинает следить за любым движущим предметом, даже за вашим лицом, если вы начнете на него смотреть и перемещаться с вами в пространстве. Дальше. Поворачивать активно голову на любые, как мы говорим, слуховые или зрительные раздражители. Если вы будете шуметь погремушкой, то он на этот шум должен обязательно повернуть голову. И фиксирует взгляд на людях. Дальше. Слух. Он очень хорошо реагирует на любые музыкальные инструменты. Начинает различать звуки, реагирует на разговор, реагирует на звук мобильных телефонов, на любой, как мы говорим, на собачий лай, на мимиканье кошек, на щебетание птиц обращает внимание. И начинает в это время аукать, воркует. И к 6 месяцам начинает издавать уже первые свои звуки. Что у него осязание? Он реагирует на боль. Он может реагировать на свет. Ему нравится, когда его ласкают, когда берут его на руки. И здесь уже к 6 месяцев у него уже есть вкус. Он различает пищу и как бы вам своим выражением лица или действием показывает, нравится это видаемое по своим вкусовым качествам или нет. Умственная деятельность. Он начинает предвкушать какие-либо события, если он видит, что это хорошее событие. Например, при виде входящего близкого ему человека он может выразить радость. С удовольствием повторяет новые движения, которые вы ему показываете. Изучает предметами, как говорили, с помощью рук и рта. Затем прикасается к игрушке, к вам. Если он чего-то не хочет делать, он это проявляет жестом отрицания, тем, что он может эту игрушку выкинуть, как говорится, или он начинает отворачиваться от вас, чтобы не выполнять ваши задания или требования. И понимает, когда вокруг него люди, родные, близкие или же это люди чужие. Гигиена. Но со стороны гигиены что мы можем сказать? Уже в 6 месяцев ребенок, он обязательно выражает свое беспокойство, если он у нас или обмочился, или обкакался. То есть ребенок в этом возрасте никогда не будет лежать или вести себя спокойно на мокрых пеленках. И прием пищи. Но прием пищи я не буду говорить, что дело в том, что до 6 месяцев, мы знаем, чаще у нас это грудное вскармливание, дети у нас хорошо ищут грудь, у них еще развит сосательный рефлекс.
Они у нас, у них уже к этому времени хорошо развивается отсосание, глотание, и только начинает формироваться жевательная модель, и он может уже потихонечку размягченную пищу начинает первый раз пробовать на вкус и начинает его есть. Дальше. Вот его развитие в 6 месяцев. Что мы видим по отношению к детям, у которых идет нарушение? Чаще всего до 4 месяцев мы видим, что наши дети, они чаще вялые. И это проявляется как бы атония. А вот с 4-6 месяцев, если уже у нас созревание структуры мозга, начинают проявляться первые клинические признаки ДЦП. Это спастические формы или психические формы. Так, это вот мы показываем вам про 6 месяцев. И вот начинается его развитие 7 месяцев. Здесь, если вы внимательно обратите внимание, 7 месяцев, как всегда ребенок идет. Если мы до 6 месяцев говорили в основном положении, то лежа на спине или на животе, то здесь вы видите, что даже лежа на животе, ноги его разведены в сторону, таз его ближе к поверхности. Он свободно опирается на одну руку, переносит вверх, а второй рукой может манипулировать и выполнять действия. Сам сидит. При этом в данном случае здесь ребенок, мы видим, удерживает равновесие за счет своих рук. Теперь 8-9 месяцев. Если мы говорим, что ребенок начинает комбинировать элементы сгибания и разгибания, что позволяет ему подняться на колени. Появляется рефлекс поднятия тела, который дает возможность поворачиваться на живот и на спину. 8-9 месяцев у нас дети уже встают на четвереньки и начинают потихонечку, уже 10 месяцев, активно передвигаться на четвереньках. Здесь вы видите, что в 10 месяцев ребенок начинает подниматься на коленки и ножки, но у него еще нет реакции равновесия для стойки на 2 ногах. Раскачивается на руках и коленях. То есть что это раскачивается на руках и коленях? Когда он стоит на четвереньках. Движения вначале не скоординированы, а вот к 11 месяцев движение уже рецепроком скоординировано. И он активно передвигается на четвереньках. Вот в 11 месяцев он уже у нас удерживает хорошо равновесие, вы видите, самостоятельно начинает уже присаживаться, сидит уверенно, самостоятельно уже подтягивается. И по правой стороне на картинках вы увидели, что происходит с детьми, у которых нарушение. Вот ребенок сидит на стульчике, у него кефалическая спина, это круглая, мы не видим формирования поясничного лактоза. При таком положении вы видите, что голова опущена вниз. Срабатывают наши патологические тонические рефлексы, которые в свою очередь по своему развитию и формированию до 4 месяцев сначала наши позднетонические рефлексы, которые появились при рождении, помогают нам на тот момент удержания позы, должны со временем перейти в редуцированные, то есть они должны перейти в цикл установочные рефлексы. Но в данный момент здесь мы видим задержку этих рефлексов. Перекрещивание ног, влияние тонических лабиринтных рефлексов, симметрично-шейно-тонических рефлексов, асимметрично-шейно-тонического рефлекса. Оно приводит к повышению тонуса в определенных группах мышц. Где-то разгибателя, где-то разгибателя.
И здесь ребенок, который стоит на скрещенными ногами, он в будущем нам может дать, что вывих тазобедренных суставов в связи со спастичностью мышц, приводящих мышц и также других мышц бедра и таза. В 12 месяцев что делает наш ребенок? Он уже активно начинает ходить вдоль опоры, вдоль стены. А дети у нас, которых нарушены, если это у нас атомические формы, то мы видим широкую базу опоры. Если у нас дети со спастическими формами, то даже при поддержке вы увидите у них спастико-паралитическую походку. Если это дискинетические формы, то ходьба при поддержке, она чаще хроническая и танцующая. Вот развитие ребенка от 1 до 2 лет. Это 2 года. Я хочу сказать, что здоровый ребенок начинает делать свои шаги в год 2 месяца. Вначале он учится ходить от опоры к опоре на расстоянии до 2 метров, затем это расстояние увеличивается. Ребенок улучшает, хорошо удерживает равновесие и баланс тела в положении стоя, а затем при ходьбе. И если мы здесь прочитаем, то в описании говорится, что походка решила подвижность, реакция равновесия развитой статики, но не в ходьбе. Ребенок ходит самостоятельно в твердой опоре, но не в состоянии поворачиваться. Поворачивать тело в сторону или назад, идя полукругом или кругом всем корпусом. А вот в 2 года хорошо бегает, поднимается, спускается самостоятельно, хорошо ориентируется в пространстве. И только в 2 года вы видите, что у ребенка у нас полностью сформировался этап длительного развития. Но это только длительное развитие. Мы не говорим о других этапах развития ребенка. Это интеллектуально-физическая сфера. Для понимания механизмов развития нарушений тонуса мышц и движений при различных формах ДЦП ведущее значение, как я вам говорила, имеют тонические врожденные рефлексы. Они делятся на цилиндрарные, это полутонический автоматизм, который обеспечивает регуляцию мышечного тонуса в зависимости от положения тела и головы и регулируется центрами продолговатого и среднего мозга. Важнейший этап моторного развития ребенка – это способность поднимать голову, сидеть, стоять, ходить, тесно связаны с совершенствованием регуляции мышечного тонуса. Адекватность перераспределения его зависит от положения тела в пространстве. Несвоевременная редукция позотонических рефлексов долговатого мозга приводит к формированию патологической тонической активности, которая препятствует овладеванию важнейшими деятельными навыками. То есть вначале мы вам проговорили об этих рефлексах, а сейчас мы четко их прочитаем, и вы поймете, что если они не редуцируются, не переходят в установочные рефлексы, что вследствие этого у нас в детей идет нарушение движения, формирование патологического стереотипа движения ребенка. Асимметрично шейно-тонический рефлекс. Если повернуть голову, лежащую на спине ребенка, чтобы нижняя челюсть находилась на уровне плеча, то происходит разгибание конечности, к которым обращено лицо. То есть, если я повернула голову, то на стороне моего лица, там, где я смотрю, идет у нас тонус верхних и нижних конечностей, повышается тонус в разгибателях. А там, где я не лицевая сторона, где у нас затылок обращен к верхней и нижней конечности, повышается тонус сгибателя. То есть здесь расписывается,
что более постоянной является реакция верхних конечностей. Рука, которая обращена в лицо, выпрямляется, да? А мышца руки, которая обращена в затылок, повышается тонус сгибателя. Характерна поза фехтовальщика. Симметрично, конечно, шейные рефлексы. При сгибании головы новорожденного повышается мышечный тонус сгибателей верхних конечностей и разгибателей нижних конечностей. Что это означает? Если мы попросим, если мы с вами не попросим, а начнем выполнять эти действия с новорожденным, то вы увидите. Если наклоните голову вперед, мы его сгибаем, то получается сгибание рук и разгибание ног. В положении должны сидеть. Если же мы голову что делаем? Разгибаем, то повышается мышечный тонус разгибателей рук и сгибателей ног. То есть при разгибании головы руки выпрямляются, а ноги наоборот сгибаются. Асимметричные шейные рефлексы наблюдаются в новорожденных постоянно. У новорожденных они слабо выражены. Я вам хочу сказать, пожалуйста, внимательно обратите внимание на эти тонические рефлексы, о которых мы проговариваем, потому что их нередуцированность, их патологическое влияние влияет на походку наших детей, которые стали самостоятельно ходить. Ведь вы знаете, что при формах ДЦП, та же самая форма ДЦП, спастическая диплегия, пусть будет средней степени или легкой степени тяжести, диагноз звучит один, но походку детей вы можете увидеть разные. Да, по элементу она спастико-паритическая, но во время движения ребенка вы увидите, что чаще у нас есть ребенок или ходит с опущенной головой, при этом руки поставили в туловище и как бы на носочках, или же наоборот, он запрокидывает голову назад, руки выпрямлены, ноги согнуты, тазобедренных, коленных или на стопных суставах. Сопровождается чаще еще ротацией бедра внутри. Поэтому, зная этих рефлексов, мы можем выполнять упражнения гашения как в положении лежа, так и в положении сидя. И во время ходьбы мы можем пытаться их корректировать и выполнять эти патологические установки. Тонический лабиринтный рефлекс. В положении на спине повышается мышечный тонус разгибателей шеи, спины, ног. Под влиянием этого же рефлекса в положении на животе ребенок принимает положение эмбриона. Голова приводится к груди, либо запрокидывается назад. Руки сгибаются и также приводятся к груди. Кисти в кулачки. Ноги сгибаются и приводятся к животу. Тонический рефлекс головы на туловище. Проявляется он тем, что при повороте головы ребенка, лежащего на спине, его туловище проделает одномоментно с поворотом головы, поворот в ту же сторону. Тонический рефлекс головы на туловище, мы говорим, мы его можем увидеть, когда ребенок начинает рождаться. И появляется головки, когда идет тракция на спор, и мы увидим, что одновременно с головой поворачивает туловище. Или если мы, как инструктора по лечебной физкультуре, берем ребенка за голову и начинаем его поворачивать в определенную сторону, то вы видите, происходит боковый поворот. Тонический рефлекс таза на туловище проявляется тем, что при повороте таза ребенка в ту или иную сторону туловище поворачивается одномоментно в ту же сторону. То есть, когда мы при согнутых ногах начинаем поворачивать в одну сторону, то вы видите, что рефлекторно туловище поворачивается за ним. Тонический рефлекс у здорового ребенка.
постепенно в 6-м месяце угасает. И здесь я постаралась расписать, к какому времени что угасает, а что формируется. Оказалось, что со 2-го месяца развиваются установочные рефлексы, которые определяют возможность статики, локомоции и в значительной степени производят движение. Особенно важным в этом плане становления установочных рефлексов является это деятельность тех структур мозга, которые ответственны за преодоление силы земного притяжения. Я всегда говорю, для того, чтобы ребенок стал держать голову, он должен сопротивляться земному притяжению. Если в положении лежа ребенок оторвал голову, как говорится, от земли, то представьте, что это уровень 5-го этажа. Дальше ребенок начинает становиться опираться на предплечье. Это уровень 10-го этажа. Затем ребенок, лежа на животе, опирается на выпрямленные руки. Это уже уровень, получается, 15-го этажа. Из положения четверенька он начинает присаживаться на свои пятки. Это уже уровень 20. И вот так вот мы наращиваем. И я хочу сказать, что чем больше мы начинаем вертикализироваться, тем активнее мы начинаем сопротивляться земному притяжению. Способность преодоления сил земного притяжения называется антигравитацией. Без тех сложнейших механизмов, которые осуществляют антигравитацию, ни животное, ни человек не могли бы ни ходить, ни бегать, ни лазить и удерживать тело в положении стоя или сидя. Энцефальный установочный рефлекс. Что здесь у нас идет? Здесь у нас формируются цикл симметричные рефлексы, которые обеспечивают выпрямление туловища. На 2-м месте жизни эти рефлексы рудиментарны и проявляются в виде выпрямления головы, лабиринт, выпрямляющий установочный рефлекс на голову. И вот лабиринт установочный рефлекс – это первый антигравитационный рефлекс. Приходит на смену врожденному тоническому лабиринтному рефлексу. Благодаря ему ребенок начинает держать голову из положения на животе, начинает приподнимать ее, опираясь на предплечье и удерживает плечевой пояс. А затем верхнюю часть туловища удерживает приподнятым. Может переходить к стоянию на четвереньках, на коленях, а затем в вертикальное положение и удерживать тело в положении сидя, стоя и в ходьбе. То есть мы каждый раз повторяемся, мы говорим все время об одном и том же, как этап длительного развития у нас формируется правильно с учетом развития наших структур мозга и влияния рефлексов. Цикл симметричные рефлексы. К ним относятся шейно-выпрямляющая реакция, туловищная выпрямляющая реакция, выпрямляющий рефлекс туловища, действующий на туловище. Давайте расшифруем. Шейно-выпрямляющая реакция. В результате этого рефлекса ребенок в 4-м месяце жизни может из положения на спине повернуться на бок. Этот рефлекс выражен уже при рождении, когда туловище ребенка следует за поворачивающей головой. То есть поворот головы в сторону вызывает поворот туловища в ту же сторону. Но не одновременно, как вначале мы говорили про блоковый поворот. Сначала поворачивается грудной орган, а затем тазовый. Отсутствие или угнетение рефлекса может быть причиной литежных родов или гипоксии плода. Туловищная выпрямляющая реакция, выпрямляющий рефлекс туловища на голову. При соприкосновении стоп ребенка с опорой происходит выпрямление головы. Наблюдается он с конца 1-го месяца жизни. Помните, на вебинаре, где мы демонстрировали нашу здоровую девочку, мы показали, что мама
девочку, которая еще не умеет передвигаться на четвереньках, еще не умеет ходить по плоскости, а может только перемещаться в пределах своего тела, оказалось, она ее поставила у опоры, и что сделала? Девочка выпрямилась, потому что здесь сработала у нас что? Рефлекс опоры на туловище. Дальше. Выпрямляющий рефлекс туловища. Он становится ближе к шестому месяцу жизни и видоизменяет примитивную шейную выпрямляющую реакцию, вводя ротацию туловища между плечом и тазом. Во втором полугодии поворот уже осуществляется стоя. Ребенок поворачивает голову первым, затем плечевой пояс и, наконец, таз вокруг оси тела. Ротация в пределах оси тела дает возможность ребенку повернуться со спины на живот и живота на спину, встать на четвереньки и принять вертикальную позу. Выпрямляющая реакция направлена на приспособление головы и туловища к вертикальному положению. Они развиваются с конца первого месяца жизни, достигают согласованности в возрасте 10 по 15 месяцев. То есть это в среднем году, а затем видоизменяются, совершенствуются. И реакция равновесия. Это группа рефлекторных реакций, которые обеспечивают сохранение равновесия при сидении, стоянии, ходьбе. Механизм этих реакций сложный, и он осуществляется при участии мозжечка, базальных каналов, коры больших полушарий. Реакция равновесия появляется и нарастает в тот период, когда реакция изменения уже полностью установилась. И реакция равновесия заканчивает свое формирование в период с 18 месяцев до 2 лет. Когда мы с вами в начале нашего вебинара говорили о том, что есть 5 обязательных этапов развития, то мы с вами проговорили, что последним этапом является именно у нас формирование равновесия, вследствие чего самостоятельно равновесие, баланс тела, скоординированности движения и вследствие этого самостоятельная ходьба. Реакция равновесия. Реакция выпрямления и равновесия представляет собой нормальный постуральный рефлекторный механизм, который формирует необходимую базу для выполнения любых двигательных навыков. Хорошо выражены колено-сухожильные рефлексы, брюшные рефлексы, которые не постоянно становятся более отчетливыми во втором полугодии, когда ребенок начинает уже садиться. Паратония. При овладении каждым новым видом движения ребенок не сразу включает только нужные для этого движения группы мышц. Первоначально, стремясь, например, потянуть руку и взять игрушку, он включает движение не только мышцы пальцев, кисти, предплечья, плеча, но и мышцы шеи, туловища, тазового пояса. Интенсивность напряжения этих мышц различна, но тонус повышен почти в каждой группе мышц тела ребенка. По мере тренировки движений выполняется с использованием только тех мышц, которые необходимы для данного движения. То есть, вспомните себя, когда вы пошли в первый раз и начали выводить свои первые палочки, и где у вас четко стояли точки на каждом углу клетки, где вы от точки к точке должны были прочертить длину. Что же происходило? Вы напрягали не только кисть и, как говорится, предплечье, плечо, а вспомните, что вам мама делала замечание и просила, чтобы вы не высовывали язык и закрыли рот. И вот представьте, сколько мышц в тот момент было включено. Почему вам приходилось через каждые 10 минут выполнять пальчиковые упражнения, чтобы расслабить мышцы, подвести свои кисти? Потому что, когда мы учимся чему-то новому, то
мы начинаем вначале рефлекторно принимать напряжение, повышать тонус не только в тех местах, которые, во время которых достигается это данное движение, но и включаем очень много в тот момент мышц для достижения определенных целей. Поэтому я всегда говорю родителям, если мы хотим научить ребенка ползать, то мы должны повторять навык, отрабатывать навык ползания по чуть-чуть, но чаще. Тогда это длительно. Тогда этот стереотип движения будет у нас быстрее формироваться. Длительно. Что происходит? Во-первых, ребенок быстрее овладевает этим длительным навыком. Во-вторых, мы не вызываем перенапряжение в мышцах. А в-третьих, самое главное, мы не теряем мотивацию ребенка выполнять данные наши задания. Чтобы правильно спланировать лечение детей с церебральным параличом, необходимо предварительно определить, какие показатели моторного развития, сравнительно нормальные отстают от хронологического возраста. Второе, в каком периоде развития соответствуют те или иные статические и локомоторные функции, мозаичные явления. Третье, почему ребенок выполняет одни движения и не может выполнять другие. И следующее, какие виды движений отсутствуют в каждом навыке и мешают его развитию. Цель. Это содействует овладению адаптивно значимыми двигательными навыками. Задача кинезиотерапии. Это формирование жизненно важных двигательных функций, нормализация мышечного тонуса, компенсация тонических рефлексов, разработка сформированных ограниченных движений и контрактур суставов, развитие восприимчивых реакций, сохранение реакции равновесия и координации, зрительный контроль за движением рук и ног и приобретение навыка самообслуживания. Принцип – это системность и непрерывность. От простого к сложному, индивидуальный подход. Почему системность и непрерывность? Дело в том, что если ребенок пришел на курс реабилитации в течение 3 недель, был получен положительный результат от проводимого лечения, и если он в дальнейшем не закрепляется в домашних условиях, или если родитель дальше проходит курс лечения в других учреждениях, то что происходит? Мы не можем вернуться к исходной точке. От простого к сложному. Если вы ребенку 1 класса дадите задание 10 класса, то ребенок это задание вам точно не выполнит. И что происходит? У ребенка происходит чувство, что он не сможет освоить этот материал. У него снижается его самооценка. А если мы ему дадим материал 1 класса и еще и поможем ребенку в освоении данного материала от наглядного опытного к абстрактно-логическому, то что мы получим? У ребенка мы получим стремление к получению знаний. И то же самое, если мы в двигательном этапе развития не будем учитывать, на каком этапе ребенок остановился, с какой точки исхода мы должны работать, а что продолжать совершенствовать, то мы придем очень качественному, хорошему результату. Индивидуальный подход. Индивидуальный подход должен быть обязательно, потому что дети могут быть с одним и тем же диагнозом, но нарушение, но достижение цели, учет их ресурсов, их активности может быть разным. Доступность. Лечение должно быть очень доступным. Учет возрастного развития движения. Это мы с вами говорили вначале. Сознательности и активности.
Во время занятий мы должны всегда стремиться мотивировать ребенка к действию, к самостоятельному, чтобы он пытался сам этого достичь или сделать. Тренируем навыки адаптировать к повседневной жизни ребенка. Я всегда говорю, на занятии в залах языка мы не должны заниматься фитнесом. Мы должны отрабатывать для ребенка те движения, помочь ему овладеть теми навыками, которые помогут ему в повседневной жизни. Это в навыках самообслуживания. То есть он может раздеться, одеться, он может играть в баскетбол, если мы ему поможем и научим, как говорится, активно пользоваться его верхними конечностями. Если мы научим ему натренируем силу, выносливость в ногах, снизим тонус нижних конечностей, то мы поможем ребенку перемещаться в пространстве, как с помощью опоры, так и без опоры. В лечении используется позиционная терапия. И здесь давайте прочитаем, что ключевым моментом, определяющим общий длительный режим ребенка больного церебральным параличом, является то, что ребенок не должен находиться в одной позе более 20 минут, лежать на боку не меньше 2 часов. Однообразная поза, сохраненная в течение долгого времени, может привести к фиксации неправильного положения конечности или всего тела, которые потребуют специальной работы для их исправления. Что это означает? Вспомните, при длительном сидении на стульях, которые не приспособлены для наших детей, которые помогают им фиксировать все эти неправильные позы, оно приводит к тому, что у детей формируются контрактуры, деформации конечностей, туловища. И что мы получаем? Мы усложняем работу специалистов по лечению скульптуры, потому что ему нужно уже уделить время, ему надо уже что происходит? Ему, если мы сталкиваемся уже с тем, что из-за неправильного его позиционирования получили потом физические установки, самое худшее это получили деформации и фиксированные контрактуры, которые потом в последующем могут нуждаться в оперативной коррекции. И это усложнит качество жизни данного ребенка. 100 бабак для проведения кинезиотерапии. Это у нас лечение в каждых залах используется. Это, во-первых, используется для того, чтобы облегчить работу инструктора, так как стол поднимается на уровне, на тот уровень, при котором специалист у нас должен с меньшим напряжением мышц спины работать. А с другой стороны, широкая поверхность, она помогает безопасно работать с ребенком, не боясь за то, что он может у нас упасть со стола. Дальше опорная брусья, ходьбы и лесенка. Это все у нас дополнительные приспособления. Дальше. Инъекционный пневмокостюм «Атлант». Я хочу сказать, что в нашем центре активно используется пневмокостюм «Атлант». Это комбинезон, использует специальные ткани с эластичными камерами, которые расположены по ходу мышц антагонистов, туловища и конечностей. Под воздействием накачанного воздуха происходит сегментарное обжатие всего тела. И здесь натяжение тканей происходит,
как бы своеобразное корсетирование туловища и активирование конечности. И здесь надо, если вот мы говорили про сегментарную позицию, то механическое обжатие туловища и конечности вызывает растяжение мышечно-суставной системы, что активизирует альфа-гамма-мотонейронную систему на всех уровнях ЦНС и создает нейрофизиологические условия для позотонического контроля, способствует удержанию вертикальной позы, восстановлению ходьбы, улучшению координации, навыкам практики и речи, корректируется правильная осанка, формируются физиологические силы позвоночника, осуществляется, как я вам говорила ранее, физиологическое ортезирование конечности. Помимо консуматории, позанимавшись с ребенком, мы получаем что? Пост-эффект после работы в костюме. Ребенок с пластической формой, мы видим, как он расслаблен, ему легче двигаться, движение становится у него более скоординированным. Если же ребенок у нас с гипотенетической формой, то видите, что у ребенка идет улучшение тонуса, стабилизация его положения, и он становится более устойчивым. В нашем реабилитационном зале также используется оборудование ковид, это имитатор подошвенной ходьбы, мотомет, это функциональный терапевтический тренажер для верхних конечностей. И также у нас используется скалодром, как один из адаптивных методов лечения наших детей. А здесь на картинках мы вам демонстрируем задания, которые выполняют наши мамы. Что мы видим? Ребенок лежит на животе, где у него под мышками палик, который может быть сделан еще и из подушки, то есть из всех подручных средств. Здесь у нас девочка лежит на наклонной поверхности, и я вам хочу сказать, что воздействие земного притяжения здесь как бы меньше. Во-первых, и точки уменьшать, а во-вторых, у нас плечевой полость находится выше, чем прав ребенка, и это ему облегчает поднять голову, опираясь на предплечье. Если же мы эту девочку положили на ровную поверхность и попросили поднять голову, то это движение у нас заняло бы больше времени, чем лежа на наклонной поверхности. И здесь разные элементы позиционирования. Здесь элементы перехода. Использование атланта, модификация атланта. Это вставание на 4 метра. Вставание на колени, которые сначала отрабатываются у опоры, потом отрабатываются без опоры. Здесь мы отрабатываем его вынос опорной ноги, вертикальную стойку опоры. Ходьба дополнительным средством — это с помощью ходунков и с помощью параллельных барьеров. И затем у нас идет уже самостоятельная ходьба. Здесь у нас на фотографии мастер-класс проводим доктором профессором Исаной Вандагиной на базе нашего реабилитационного центра. Благодарю за внимание. Думаю, сегодняшняя информация была для вас очень интересная и полезная. И знание наших тонических рефлексов, знание, точнее, политонических рефлексов нам помогут в дальнейшем скорректировать свою работу для устранения различных патологических форм ходьбы детей с диагнозом детской сексуальной паралич, которые начали самостоятельно ходить. Или же это мы используем обязательно для детей, которых
я учим их обязательно, их знания нам понадобятся для удержания позы, сидя, стоя, обычно. До свидания.